Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Модное женское пальто. Наш главный союзник в холода и центральная деталь стильного образа. Количество вариаций, представленных на подиуме именитыми брендами, определенно впечатляет. Знакомясь с коллекциями осень-зима 2023-2024, я отметила несколько основных модных тенденций в ассортименте, деталях кроя верхней одежды, и сегодня хочу поделиться с вами, друзья, своими наблюдениями. Обратите внимание, пальто не случайно оказалось здесь главным фаворитом. Для модного гардероба это вещь номер один. Скажу, что дело тут даже не в трендах и актуальных топовых направлениях. В случае с верхней одеждой речь идет о банальных практических соображениях. Ведь пережить холодный сезон без теплых вещей попросту невозможно. Но и выглядеть модно и стильно нам бы тоже хотелось. Среди самых желанных покупок на осень я назову длинное черное пальто. Во-первых, это довольно выгодная инвестиция. Ведь такая одежда останется в моде максимально надолго и не потребует молниеносной замены на что-то более трендовое в следующем сезоне. Во-вторых, черное пальто одинаково хорошо сочетается как с повседневными джинсами, так и с элегантными нарядами. Оно идеально впишется в любой образ без исключения, в том числе в модную нынче концепцию «тихая роскошь». Пальто прекрасно подойдет и к мини-платью, и к серым треникам с университетским свитшотом, и к мужской белой рубашке в дуэте с широкими брюками. За вдохновением обращаемся к Dolce & Gabbana, Givenchy, Alexander McQueen, Ermanno Cervino, Виктория Бекхэм. Наконец, в-третьих, классическое черное пальто – вещь не только универсальная, но и вряд ли имеет шансы вам надоесть. В отличие от более ярких собратьев, не приедается, не мозолит глаза, да и замараться, испачкаться спешит не так активно, как светлое. А еще есть в черном максе что-то неуловимо поэтичное. Кажется, будто в подобной одежде выглядишь более возвышенно и отстраненно, даже без особых усилий. В нем легко почувствовать себя героиней романтической мелодрамы и неспешно гулять по большому городу. Серое пальто. Оно уже давно вне моды и как бы над ней. Поэтому в новом сезоне тоже легко выбивается в лидеры, наиболее часто встречаясь на миланских показах. Впрочем, Париж и Нью-Йорк тоже подхватили тенденцию. Сегодня многие люксовые бренды сделали ставку на прямое, маскулинного кроя серое пальто. Никакого скульптурного заужения в талии, никаких заигрываний с приталенными силуэтами, никакого лишнего декора. Поощряются даже массивные подплечники. При этом пальто может быть как однобортным, так и двубортным. Вариации по длине от миди до макси. А вот против дополнительного пояса дизайнеры ничего не имеют. Такой вариант тоже возможен. Ставку на разные трактовки и стилизацию трендовой модели сделали дома моды Prada, Dries Van Noten, Gucci, Max Mara, Fendi, Michael Kors, Ferragamo. На моем канале, друзья, вы найдете обзор каждой коллекции. Пальто Duffel Coat. Из плотной шерсти с капюшоном и деревянными пуговицами-бочонками оно появилось еще в конце 19 века и долго служило частью армейской униформы, постепенно преобразуясь в повседневную вещь. На модной арене удлиненное пальто Duffel Coat в сочетании с лодочками оригами стало звездой показа коллекции Prada. А в линейках Ermanno Cervino и Altuzarra оно представлено в классическом исполнении длиной до колена. Пальто с шарфом-накидкой. Модель с воротником, переходящим в шарф или накидку, можно назвать одним из самых необычных, но определенно уютных трендов верхней одежды. Эта вещь не только освободит вас от необходимости покупать дополнительно шарф для утепления, но и поможет создать стильный многослойный образ, который точно не останется незамеченным. Пальто в клетку. Данный узор можно назвать одним из самых популярных решений у модных дизайнеров. Причем в тренде практически все виды клетчатого принта. От классического рисунка до порой самых неожиданных, смелых вариантов. Если есть желание, чтобы верхняя одежда взяла на себя роль акцента в образе, то выбирайте модели в крупную масштабную клетку, как это сделали бренды Stella McCartney, Zimmermann, Альберто Ферретти.
При создании стильного аутфита очень важно не переборщить с сочетанием. Постарайтесь воздержаться в одном образе от других ярких принтов. Либо миксуйте близкие по оттенкам наряды. Примеры найдем у Etro Dior. Отдельно хочу отметить коллекцию на холодный сезон дома моды Ekris. Здесь представили пальто с узором гусиная лапка, а в цветовой гамме линейки лидируют традиционные, характерные для осенней поры природные краски. Верхняя одежда из кожи. Она уже давно и надолго заняла одно из главных мест в нашем гардеробе, став неизменным атрибутом стильного образа. Среди самых культовых однозначно можно назвать кожаное пальто. Уолтер Кьяпони для поклонников марки Tod's предложил двубортные макси с широким отложным воротником в матовом сером и черном тоне. Бренд Alexander McQueen заинтриговал глубоким сливовым, а у модного дома Coach предпочтение сегодня темно-бордовый и шоколадный. Светлое пальто. Обсуждая тренды на холодный сезон, мы с вами, друзья, уже отметили для себя главные приоритетные расцветки. К ним я добавлю еще модели в молочно-белом, сливочном, кремовом оттенках. Конечно, далеко не самый практичный вариант на каждый день, но такая вещь привлекает внимание и подчеркивает статус хозяйки, которая словно желает заявить окружающим: «Да, я могу себе это позволить». Для эффектного образа можно выбрать светлое пальто в минималистичном маскулинном стиле, прямое и с увеличенной линией плеч. Либо что-то более женственное, оригинального кроя с немного завышенной талией. Верхняя одежда ярких расцветок. Таковая в новых коллекциях тоже имеется. И пальто в данном случае не исключение. Стилисты и модные дизайнеры рекомендуют нам хоть иногда делать ставку на цветотерапию. Лучше всего эксперименты с радужной палитрой получились у модного дома Луиза Спаньоли. Возможно, именно одному из этих ярких пальто суждено стать самой желанной верхней одеждой в вашем гардеробе. Впрочем, линейки образов на холодный сезон таких брендов, как Valentino, Жюль Зандер, Ferrari, Gucci, Stella McCartney, Versace тоже готовы порадовать нас сочными красками и зарядить позитивом. Но как бы не удивляли нас дизайнеры новыми трендами, выбирайте для себя обновку не только глазами, но и душой. Иногда достаточно просто взять вещь в руки, чтобы почувствовать: вот оно, пальто моей мечты. Интересно, друзья, а сколько моделей пальто живет в вашем шкафу? Я у себя на днях провела ревизию и насчитала всего 4. Так что в этом сезоне мне просто жизненно необходимо пополнить свою коллекцию. Жду обсуждения темы в комментариях. Скажу большое спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал. Всем красоты, душевного тепла и здоровья, безоблачного синего неба и солнечного настроения!